В музыке такой супер сферической замкнутости в естественном виде не бывает. Например, сегодня нам точно понадобится считать тоны и полутоны. Это, скажем, единственная сложность, которая у нас будет. Я все объясню, надо будет считать. 4 раза пытался стать мажором и, наконец, стал. Вот видите, как все хорошо, как замечательно. Мне очень нравится. Видите, у меня хитрый взгляд. Я буду вам на что-то намекать. Больше ничего знать не надо. Тогда начинаем. Я думаю, что сегодня мы с вами поговорим скорее не просто о человеке по имени Джонни Гринвуд, а о том, что он за кинокомпозитор такой. Пока мы с вами виделись несколько раз, мы с вами встретили прям принципиально разные способы работы композитора с фильмом. Давайте их вкратце вспомним, потому что это понадобится. Вот Уильямс, который писал музыку для Гарри Поттера, он написал лейтмотивную систему. Помните, там такое дерево из тем, которое расслаивается, и основные темы, они видоизменяются с каждым фильмом, и получается такое дерево из лейтмотивов. Давайте уделим 3 минуты тому, что повторим все, что было до, потому что я сегодня планировала так время от времени спрашивать, а у кого мы еще это встречали, и будет жестоко, если вдруг кто-то не был на какой-то из лекций, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Хорошо. А кто придумал лейтмотивную систему, которую использовал Уильямс? Какой-то один такой великий композитор. Вагнер, да, у которого борода на шее, да, и который еще такой странно жил, долги имел, короче, без паспорта в бочке перемещался. Вот хорошо. А Вагнер написал музыку, которую потом в кино использовал кто? Триер, да, в своем фильме «Меланхолия». И там использовано вступление из вагнеровского Тристана и Изольды из оперы. И там одна и та же музыка 10 раз в неизменном виде проводится в течение фильма. И это уже совсем другой вид работы. Очень странный, никакого лейтмотива, ничего такого. Что-то срочное? Ну, это понятно, Вагнера много кто использовал. Но интересно, что именно Триер сделал на этом такой упор. Прям взял и провел прям фильм, одно произведение. Потом мы с вами еще встречались с Кубриком, который вообще выступал, помимо того, что он режиссер, выступал как композитор. Он взял готовые произведения и использовал их в качестве маркеров в «Космической Одиссее». Помните, там есть особенность. Пока идет музыка, никто не разговаривает, мы прямо внимаем, это музыка, она не такая не фоновая, а отмечает какие-то части фильма. И если посмотреть на график, то даже забавно. В одной части фильма одна музыка, в другой другая, в третьей третья. Все это прям рационально разделяется. И в прошлый раз мы с вами разговаривали про Нолана и Циммера. И Циммер делал еще один другой вид вообще всего. Он писал музыку, которая стала эмоциональным фоном, которая сподвигает нас все больше и больше чувствовать к концу фильма, но и параллельно в ней есть всякие метасмыслы. Мы там с вами нашли смыслы из Филиппа Гласса, который нашел их у Баха. И получилась такая красивая цепочка. А вот Джонни Гринвуд, он делает что-то вообще другое. Я бы сказала, посложнее. Во-первых, вся его музыка, она очень деликатно сопровождает кино. Вот я, когда отсматривала фильмы на предмет, типа, чтобы, знаете, отметить себе маркерами, какие кусочки мне нужно вырезать для сегодняшней лекции, я все время забывалась и обнаруживала, что музыка звучит прям очень не скоро. Даже в моменте, где она, по идее, должна развернуться в полную мощность, а, например, это такое киноклише «Воспоминания героя». Да? И я видела в ТикТоке смешной канал одного парня, который делает пародию на вот эти вот киноклише, и там у него постоянно под романтичную музыку есть та самая жена главного героя, которая умирает в начале фильма. Вот. И там она такая, знаете, такая вся в слоумо, воздушная, и обязательно играет что-нибудь из сентиментального минимализма. Да, помните, сентиментальный минимализм — это когда все повторяется красивое. И так вот по кругу идет. Вот. А Джонни Гринвуд, например, если вы встретите сцены в кино, которые он озвучивал, то это такая сверхтихая музыка, очень крошечная, где-то на фоне, которая совершенно не бросается в глаза, точнее в уши.
и ты ее не сразу замечаешь. И в те моменты, когда эмоциональный накал уже зашкаливает, например, там встречаются антагонист-протагонист, там, изъясняются в любви, не в смысле не антагонист-протагонист, а может и они. И тогда, казалось бы, сам Бог велел сделать здесь кульминацию на каких-нибудь минорных аккордах. И ничего такого не происходит. Никаких очевидных решений Джонни Гринвуд не совершает. Ну ладно, вот, короче, интересный товарищ. И сегодня вы все герои, что пришли, потому что будет капельку сложнее, чем в прошлые разы. Ну, самую капельку, но чуть-чуть сложнее. Что-то все сразу так, кто-то воодушевился, кто-то расстроился. Вот. Не расстраивайтесь. Но, например, сегодня нам точно понадобится считать тоны и полутоны. Это, скажем, единственная сложность, которая у нас будет. Я все объясню, надо будет считать. И все. Так что, видите, интеллектуальный композитор. Композиторы бывают, скажем так, разных типов. Если вы посмотрите на то, как они выглядели, то вам уже в глаза бросится то, что люди это прям вот... можно их поделить на виды, как бы это ни звучало странно. Давайте посмотрим. Это, например, кто? Это Вагнер. Ну, какой он, видите, дородный, довольный, властный, мощный, могущественный. Жил он так, знаете, с ощущением того, что он хозяин жизни. Помните, театр построил, да, себе под свою оперу. Ну, это где вообще видано? Это какое самомнение, да? И видите, какой у него там, не знаю, здесь тело его не видно. Но, в общем, такое видно, что человек плотный, уверенный, видите, в камеру смотрит. Ладно. Есть несколько композиторов, которые как-то вот похоже себя ведут, с похожей степенью уверенности. Вот это, например, кто? Это Циммер. Вот Циммер на всех фотографиях, у него фотографии двух видов. Первое, это он сидит за клавишами в задумчивости. Видно, что он немножко позирует. Ну, красиво получается, отлично позирует. Вот. И другой вид фотографии Циммера, это где он с наградами, в костюме, радуется. Да? То есть он человек счастливый. Если вы почитаете какие-то его цитаты, интервью, да, то там прямо видно, что он доволен жизнью, доволен собой, доволен музыкой. И стыдно его в этом упрекнуть, ведь это правда так. Он классный композитор. И видно, что он счастливый и такой тоже уверенный. А это кто? А это Джон Уильямс, который написал музыку к первым Гарри Поттерам. Ой, смотрите, он на всех фотографиях получает награды и счастлив. Да, он прям, знаете, такой, как будто по всему интернету ходит по кадрам, собирает у всех награды, собирает. У него всегда, он такой, знаете, как волшебный дедушка. Но тоже видно, что волшебные дедушки-то тоже разные бывают. И этот такой, знаете, прям вот как Вагнер в старости, только добрее. Да, так, чуть-чуть добрее. И он тоже плотненький, уверенный в себе, с ярким, ясным взглядом. Знаете, это такой очень довольный жизнью композитор. И ты вот прям смотришь и думаешь, наверное, уважающий себя композитор, вот он такой, это типаж. Это типаж такой. Да, да. Это, знаете, довольный жизнью композитор в старости. Циммер еще, знаете, недостаточно стар, вот он станет постарше, и тоже так будет подороднее, и ходить награды собирать, перестанет фоткаться у синтезатора. А есть другой тип композиторов. Вот этого вы точно не узнаете. Я бы его и сама не узнала, потому что я не очень-то он, скажем так, известный, и не очень-то понятно, как он выглядит. Это Оливье Мессиан. Вот. Его можно запомнить так. Его зовут Оливье, как салат. Да? Ну а Мессиан, я думаю, примерно на слуху. Это французский композитор, который жил в середине 20 века, и сегодня мы будем много про него разговаривать. Ну вот видите, совершенно другой типаж человека. Да? Он такой какой-то немножко подзакрытый, вроде он тоже доволен собой, смотрит в партитуру, но он такой несколько интровертичный, в камеру не смотрит, очечки. Худенький. Смотрим дальше. Но это кто? Это Шостакович, да, это Дмитрий Дмитриевич Шостакович, у которого, по-моему, самые потрясающие кадры из всех композиторов. И странно, что про Шостаковича еще кино не сняли. Он такой киношный персонаж, почему не сняли? Вот бы сняли про него кино, и Гринвуд бы написал саундтрек. Вот было бы классно. Вот Шостакович, у него самые, как сказать, сентиментальные кадры, его поймали в таких каких-то классных позах по всему интернету. То есть кадр, где он лежит в филармонии и смотрит на потолок, там есть кадр, где он держит кота, и он еще такой растерянный, молодой, и на всех кадрах у него взгляд какой-то такой, типа, что? Вот. Он такой напуганный немножко. Даже есть видео, фрагменты, где он такой. Видите, тот же тип. Да? То есть немножко такой интровертичный, закрытый, худенький, в очках. Я бы даже сказала странненький. Да? Странненький немножко. То есть совершенно другой тип творца. И вот смотрите, это, знаете, квинтэссенция этой странности, это вот у нас Джонни Гринвуд, да? Про которого мы сегодня с вами говорим. Он, правда, не носит очков.
Это, конечно, не знаю, наверняка линзы носит, а то иначе в типаж не попадает. Решили за него. Но видите, он такой весь, тоже такого интересного типа художников, которые не знаю, как сформулировать, не такие уверенные, дородные, как те, которые вы смотрели первыми. И их музыка, вот всех этих веток, тоже немножко связана друг с другом. Вот, например, Уильямс, он же пишет такие массивные симфонические полотна для Гарри Поттера. Это немножечко тоже к Вагнеру. Да, все эти вот скрипки, там вот это все вот такое волшебное звучит, звенит, поздний романтизм, красота. А Гринвуд, вот он как раз на Шостаковича и Мессиана чем-то похож, и музыка его тоже на них похожа. В ней есть такая тонкость, детальность, математичность, волшебность, но такая, знаете, поломанная немножко. Мы уже с вами до лекции успели один фрагмент услышать, совсем скоро его послушаем. Вот там как раз это уже проявляется. Вначале мы с вами поговорим о связи Гринвуд и Мессиан. Ничего страшного, если вы никогда не знали или не слышали фамилию Мессиан, я вам все покажу, я вам все расскажу. Там такая чудная идея, их общая связывает. Сейчас все станет понятно. Чтобы с этим разобраться, мы сначала с вами изучим 4 фрагмента. Кстати, да, давайте так. Я сделала так, что ни в одном видеофрагменте нет спойлеров. Все, так что никаких спойлеров не будет. Да? Но при этом там будут видеоряды, и там будут сцены, но я посчитала их теми, которые не дают понять, что происходит с сюжетом, но дают понять, что иллюстрирует музыка. Поэтому не переживайте. Кое-какие сцены, которых спойлеры были, я закрыла плашкой спойлеры. Да? Все в порядке. Я сейчас предлагаю вам, сама вспомню, что я вам предлагаю. Вот, предлагаю вам послушать 4 маленьких музыкальных фрагмента, где играет рояль из фильма «Власть пса», который «The Power of Dog». Кто смотрел фильм «Власть пса»? Не так уж и много людей. Хорошо. Это, видите, фильм, в котором снимался Бенедикт Камбербэтч. Вот. Это совсем недавний фильм, и там реально мощный музыкальный саундтрек. Отчасти, когда я посмотрела этот фильм, я подумала, точно надо провести лекцию про Джонни Гринвуда. Да? Хорошо. Не важно, о чем этот фильм. Вот герой один, который связан с этой темой, он сейчас будет появляться на экране, и вам не нужно знать, чего с ним, вам и так будет виден его типаж, его жесты, его характер, какая музыка его сопровождает. А где появляется женщина, там будет появляться женщина, Кирстен Данст. Вот она мать героя, который появится в первой сцене. Больше ничего знать не надо. 4 фрагмента. Описываем, какую жизнь прожила эта фортепианная тема. Вначале какая она, что вы от нее чувствуете, что она иллюстрирует для вас, потом как она поменялась, потом как она вдруг еще поменялась. И 4-й фрагмент — это как эта тема, чем она закончилась, чем закончилась ее ветка и ее жизнь. Это будет некий такой итог. Все будет для фортепиано. Понятно, да, что будем обсуждать? Так что теперь будем выключать свет и смотреть 4 видеофрагмента. Смотрите, партитуру нарезает. Кощунство. Делает бумажные цветы. Первый закончился. Смотрим второй. Что случилось с этой темой теперь? Слышите, она наверху, да, фортепианная? У меня все время ощущение, что этот мальчик в кино так похож на Джонни Гринвуда. Это даже странно. Так, 3-й фрагмент. Здесь тоже будет тема она того же инструмента, но что-то в ней изменится. Что она делает?
Стойте! Прошу вас! Стойте! Подождите! Прошу вас! Стойте! Прошу. Вернитесь. Сейчас будет 4-й фрагмент, который звучит в самом-самом конце фильма. Это прям титры. И она тоже для рояля, что связывает их всех вчетвером. И потом уже поболтаем. Вот и все. Давайте включим свет обратно. Итак, даже не важно, видеоряд будет не видно, а музыку слышно. Вот у нас была первая тема, давайте ее вспомним. У меня есть к вам вопросы по этой теме. Немножко небольшая фора будет у ребят, которые ходили на цикл и были на минимализме. Я немножечко там что-то про это говорила, но я надеюсь, что вы забыли, и вообще, знаете, это был не самый простой факт, чтобы его запомнить. Так вот, что вы чувствуете от этой темы и как это сделано? Вот такие будут простые, но обширные вопросы. Вспомним. Угу. Ну что, давайте. Что чувствуете от этой темы? Меланхолию, грусть, а? Затишье перед бурей? Давайте еще. Задумчивость. Ну хорошо. Инаковость? А что вы имеете в виду? Что-то не так. Есть фальшь. То есть, ага. Да. Давайте я вас переозвучу, чтобы у нас на записи было. То есть вы имеете в виду, если я вас правильно поняла, что это инаковость, что в моменте кажется, что с музыкой все в порядке, но при переходах есть ощущение странное, и это чуть ли не фальшивоватое ощущение, что что-то эта тема не договаривает. Ну, типа того, да? Когда второй раз повторяется, звук фальшивит. Точно, точно, согласна с вами. Давайте посмотрим, как она выглядит, примерно эта тема. То есть в ней всего 4 спускающихся элемента. Вот первый элемент. Красиво? Никакой тревоги. Ну красиво же. Это консонанс или диссонанс? Помните такое слово, нет? Ну, короче, хорошо, да, вот диссонанс, вот консонанс. Это консонанс, с ним все в порядке. Эти ноты подходят друг к другу. Потом вторые 2 нотки. Вот мы немножко спустились и покачались там. Вполне себе консонанс, все хорошо. Потом еще так же спустились и еще повторили. Кто там? Тоже консонанс. А потом вроде бы по отдельности каждый из этих элементов, в нем ноты сочетаются друг с другом. Но вот в момент перехода есть инаковость. Давайте я сыграю все 4 подряд. И это не будет до конца разгадкой, что с этой музыкой не так, но уже появится гипотеза. 4 подряд. Что думаете? Почему с этими нотами, здрасте, что-то не так? Есть у вас гипотеза? Что не так? Что не так? Они не в одной тональности. Вы это сказали? Они не в одной тональности. Правильно, было бы так. Да? И вполне пошли себе. Они не из одной палитры. А еще они, знаете, какие? Они подозрительно одинаковые. Вот это мы, знаете, поставили позицию руки и пошли ходить вот так. Кажется, что в музыке так оно и работает.
Ничего подобного, оно так не работает. Расстояние между нотами в ладу не одинаковое. Тут все как в природе. Если мы видим какую-то слишком жесткую симметрию, кристалличность, одинаковость, герметичность и математичность, то, скорее всего, знаете, в природе было бы немножко не так. Это та же история, как про, по-моему, симметрию лица. Что если оно до конца симметричное, нас начинает это пугать, и там эта зловещая долина возникает, поэтому нужно что-нибудь по-та-та-та. Вот. И здесь как раз такая же симметрия есть. Но есть и еще одно. Вот вы правильно сказали, что там есть фальшь в фортепиано. Особенно это слышно, если мы слушаем третий фрагмент. Помните, там третий такой был? Вот, какое фальшивое. Но оно не просто фальшивое, оно специально так настроено. Оно настроено на другую темперацию. То есть звуки-то здесь все красивые, вполне в тональности. Было бы очень красиво, если бы все это было сыграно на обычном пианино. Прошу вас! Стойте! Что имеется в виду под темперацией? Вот мы привыкли к тому, что у нас на пианино между двумя одинаковыми клавишами вполне себе заготовленное количество этих герцев. А тут как бы Гринвуд такой на электронную программку потыкал, такой: хочу, чтобы здесь было меньше герцев. То есть в итоге музыка оказывается такая поджатая физическим образом. И нам неуютно, некомфортно в этой теме. Она герметичная, одинаковая, и с ней все хорошо, но что-то в ней явно не так. И она начинает искать покой. Вот, например, во втором фрагменте она, помните, там на фоне нее стало что-то звучать, и она так хочет образовать гармонию. Видите, она прям с этими нотами такая: давайте взаимодействовать. А они такие: нет, мы в нормальном строе, а ты фальшивая. Видите, она все заново, такая слабенькая. Не находит она покой, не находит в своей герметичности. Зато находит его в последней части. Вот давайте ее переслушаем. То есть итого, была у нас тема, которая сделана очень хитро. Она невероятно простая. В ней есть 4 одинаковых спускающихся созвучия из 2 нот. Ну, по сути, это сколько? Это 16 нот, правильно посчитала? Ну, сколько-то там, да, 8 или 16 нот. Вот. А мы чувствуем от нее дикий дискомфорт. Она вся одинаковая, симметричная и фальшивоватая. И вдруг в конце она находит вот такое успокоение. Здесь важны 4 элемента. Сейчас я вам их буду показывать. Сейчас. Чувствуете, все время повторяются 4 вот таких вот созвучия, которые идут наверх. И вот здесь у меня к вам такой вопрос. 4 созвучия идут наверх. Вот они. И заново. По идее, это музыка, которая процессуальна. То есть она изменяется, идет куда-то наверх. Так вот, у меня есть к вам вопрос. Как вы чувствуете, с ней что-то происходит или не происходит? Каков для вас в ней процент статики и динамики? Не знаю, понятно вопрос звучит? Я не знаю, понимаете, обычно, когда в музыке ноты меняются, мы чувствуем, что там есть воля, процесс, результат, становление, какие-то события. А? Итога нету. Хорошо, давайте еще мысли. Есть какие-то? Она по кругу ходит, по кругу. Красивая конструкция, да, она замкнутая. Она вот вначале, помните, она хотела быть замкнутой, но она была фальшивой. А здесь она наладила свой круг, стала ходить по кругу. И все время ощущение, что ничего не произошло. С каждым новым разом ничего, да, такое ничего. А это приятное чувство ничего или не очень приятное? Не очень приятное? Интересно. Вполне себе может быть. Давайте посмотрим, как он сделал там ничего из движения. Значит, есть у нас 4 элемента. Давайте я их Нет, ладно, сыграю, где они есть. Первый элемент. Что он вам напоминает? Объявление в аэропорту. Уважаемые пассажиры. Да? Потом второй элемент. Что он вам напоминает? Уважаемые пассажиры. Тоже объявление в аэропорту, ну, в другом аэропорту, да, в каком-нибудь. Третий элемент. Ну, высоковато уже, да? Это капитан, улыбнитесь, да?
То же самое, тоже объявление в аэропорту. Но я называю объявлением в аэропорту мажорное трезвучие. Простой красивый аккорд. Вы знаете, вот этот вот основной, с которого все настраиваются. Приходит вокалист. А-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, вот. Значит, третье. И последнее, уже совсем наверху. Но это то же самое. То есть это 4 простых мажорных аккорда. А что с ними не так? Почему они тогда образовывают такую красивую замкнутую структуру? Ведь обратите внимание, этого может быть не слышно, но на самый последний, вот на самую последнюю ноту всей этой колбасы, которая идет наверх, мы приходим в тот же звук, откуда начали. Сейчас положу микрофон, еще раз вам это покажу. Это такая же нотка до, просто очень сильно наверху. Услышали, да? Это замкнутая система. Поэтому, когда вы сказали, что она идет по кругу, я прямо восхитилась. Это действительно точная аналогия. То есть это реально рисунок вот такой. Он начинает ходить вот так, и в этом есть что-то жутковатое. Помните, вы сказали, что вам в этом не слишком-то и комфортно. Мне, если честно, комфортно, но некомфортность там есть 100%. В музыке такой суперсферической замкнутости в естественном виде не бывает. Но мы настораживаемся от такого. Это похоже на какие-то кристаллы непонятные. Что же здесь такое происходит? В этой теме есть кое-что важное. Чтобы это увидеть, нам необходимо уметь считать тоны и полутоны. Давайте научимся. 100 пудов кто-то уже умеет. Кто умеет считать тоны и полутоны? Отлично. Сейчас мы все научимся. Перед вами что-то вроде клавиатуры рояля. Видите, между клавишами рояля есть некие минимальные расстояния, куда нельзя засунуть никакую другую клавишу. Причем не ведитесь на внешнее отображение этого всего. Видите, это могут быть черная и белая клавиша, между ними ничего. Это может быть белая и белая клавиша. Видно? Да, это все полутон называется. Маленькое расстояние. А где на гитаре полутон? Между двумя ладами, это когда пальчик такой дынц, да, вот это полутон, маленькое расстояние. Видите, в конце тоже полутон. Так, полутон, запомнили, да? Смогли бы узнать такое на клавиатуре? То есть, смотрите, мы смотрим и находим, если там ничего нельзя вместить между, значит полутон. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а сколько полутонов между каждой парой этих нот? Вот сейчас. Вот знаете, самую левую посмотрим. Вот 2 соседние белые клавиши. Так полутон, наверное, правильно? Не полутон. Поймали, вы меня подловили. Хорошо. Это тон. Видите, кажется, что близко, а нет, там одна клавиша есть между ними. Видно? Это называется тон. Ну, логично, полутон и полутон дают тон. Окей, хорошо. Посмотрите, какое обманчивое расстояние в середине. Правда, кажется, что там 2 тона. Нет, там 1 тон. Видите, там раз полутон и 2 полутон. Увидели? А кажется, что палец должен пойти далеко. Нет, не ведитесь на такое, да? И в конце, там нормально, да, тоже уже привычно, да, 2 соседние клавиши, но вы умны и знаете, что это тон. Тогда посложнее, вам задам загадку. А сколько здесь полутонов или тонов, не знаю, между каждой парой нот? 3 полутона. Посчитали? Эти 3 полутона. Видно, да, там раз на черную пошли, 2 на белую пошли, 3 на черную пошли. 3 полутона. А как сказать 3 полутона попроще по математике? 1,5 тона. Согласны? Вот видите, как все хорошо, как замечательно. Мне очень нравится. Вот в середине такое же расстояние. Видите, раз прыгнули, 2 прыгнули, 3 прыгнули. 3 полутона, 1,5 тона. Мне критически важно, чтобы сейчас не было непонятного. Это гиблое дело спрашивать, кому непонятно. Никто никогда не поднимет руку и не ответит на такое. А если скажешь, поднимите руки всем, кому понятно, тоже на всякий случай подымут. Ничего, сейчас проверим все это в действии. Хорошо. Вот у меня есть то самое объявление в аэропорту. Вот все, пожалуйста, никто ничего не говорите, но все посчитайте, какое расстояние между первыми нижними 2 нотами. Посидите, спокойненько посчитайте, потом будем руки поднимать. Сколько там полутонов или тонов? Сколько? Так. Посчитали? Давайте голосовать. Кто считает, что между нижними 2 нотами 1 тон?
Хорошо. Кто даст больше? 1,5 тона. Давайте 2 тона. Ого! Вы правы, там 2 тона. Давайте еще раз пересчитаем, да? Смотрите, 1 на черную, 2 на белую, 3 на черную, 4 на белую, 4 полутона, 2 тона. Хорошо. Кто посчитает расстояние? Давайте все про себя считаем расстояние между средней и верхней нотой, которая правее всех. Никто ничего не говорит, все считают. Ну-ка, сколько же там, сколько там всего. Ну что, посчитали, да? Давайте, кто считает, что там 1 тон? Никто. Кто считает, что там 1,5 тона? Ого! Хорошо, ну, допустим. Кто считает, что там 2 тона? Тоже никто. Ой, Заюшка, не стесняйся, если я посчитала 2. Но по сути 1,5, правильно. Как это вы все сделали? Ну, вы молодцы, класс. Это нам сейчас понадобится. Значит, мажор — это 2 тона плюс 1,5. Не запоминайте, это была тренировка. Как Джонни Гринвуд пишет музыку? Вот у нас случился мажор. Да. Такой же мажор. Смотрите, взяли, повторили структуру наверх. Повторили. Повторили. Все одинаковое. Да? Все одинаковое. А теперь давайте сделаем такой фокус. Все эти ноты очень неудобно играть. Знаете, я еще и со своей ногой, ужас, да? Вот мне надо там руку направо вести, ужас. Давайте мы их все соберем в одну кучу. Ноты же они повторяются иногда на других октавах, да? Мы их просто присоберем, знаете, так вот, чтобы они как-то рядышком стояли. И что же у нас тогда получится? Вот что. Поверьте мне, да, я взяла те звуки и пересобрала их, и у меня получилось что-то вот такое, такой набор. Обычно вот так вообще-то должно было получиться. О, но Джонни Гринвуд ошибся. Что-то не досмотрел, сплоховал парень. Ну хорошо, а давайте так, полминутки на подумать, какой секрет у этой последовательности? То есть какие расстояния между этими нотами, как можно это быстренько сформулировать? Ничего не говорите, давайте все подумаем. Здесь есть какой-то порядок расстояний между нотками, какой-то порядок расстояний. Надо посмотреть, что между ними там такое. Я тяну время, пока все считаем, да. Что ж там такое? Какую-то формулу вывести. Так, ну что, у кого есть предположение? Поднимайте руку. Есть предположение? Маловато. Еще думайте. Надо, чтобы все... Хорошо. Ну, посчитали, да? Ну, давайте, вот говорите, вы молодой человек с желтыми наушниками. Полутон-тон, полутон-тон, полутон-тон. Вы абсолютно правы. У всех было такое предположение? Вы молодцы. Скажите, а вас не напрягает такое? Сейчас вы скажете, нет, мы не знаем, как оно бывает, да, может, оно всегда такое. Я вам скажу так. Вот схема мажора — это тон-тон, полутон, тон-тон-тон, полутон. Не одинаково, нету симметрии. Схема минора тоже не одинаковая, тоже без симметрии. Все привычные нам лады, красивые, вот эти вот все, в них никакой такой последовательности жесткой нету. Это явно что-то измышленное головой. Это наслаждение полной симметрией, которой в природе нет. Вот, значит, что у нас получилось? Красота симметрии, замкнутая структура и лад-тон-полутон вместо обычных ладов. Сейчас я вам их еще раз поиграю. Значит, у Гринвуда. Слушайте. Странновато, да? А в обычной музыке? Ой, как хорошо, да? И ну или так. Там все понятно, там, знаете, у нас главная нота есть, а тут нету. Да? Что же он такое там сделал? И вот сейчас у меня будет к вам вопрос, да, тоже без спойлеров, без всего. Есть ли что-то общее между той темой, которую мы разобрали, да, вот этой вот, что-то общее по звучанию с музыкой из фильма «Что-то не так с Кевином». Кто смотрел фильм «Что-то не так с Кевином»? Не так уж и много, вот он очень классный. Но ничего, спойлеров не будет. Там Тильда Свинтон играет, сюрприз. Да? Давайте, слушаем общее. Давайте, знаете, что сделаем? Да можем не выключать свет, на самом деле. Там мне нужно только не что на экране происходит, а что происходит в музыке. Посмотрим так.
Слышно? А сколько там аккордов? Всем привет! Привет, папа! Как работа? Классных фоток сегодня наснимал? Хорошо. В общем, злится Тильда Свинтон под красивую музыку. Так, ну вы все услышали, да, что-то общее? Там такой вот. Сколько аккордов было во «Власти пса»? 4, а здесь? 2, но они такие же. Такие же, красота. Значит ли это, что Джонни Гринвуд поленился? Нет, поленился. Мог бы хотя бы не от до их проводить. А это тоже не случайно. Вот они все идут, поверьте, от ноты до. У вас у всех есть ощущение, что до — это наш домик, да? Это такая первая, основная, любимая нотка. Правда, это ля, но до — это что-то такое. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Да? И вот они все от до. Поленился, нехорошо. Вот смотрите, да, здесь у нас 2 мажорных аккорда. Я, знаете, когда изучала эту музыку, во-первых, она показалась мне страшно необычной. Я такая, как странно. Обычно кинокомпозитор делает аккорды такие сентиментальные, красивые, знаете, вот которые там, знаете, у нас и мы такие, stop it. Вот. А этот такой, знаете, взял, математическую структуру, повторил несколько раз. Такой думаю, ничего себе, как это он придумал? А смысл в том, что он это не придумал. Он взял это и развил как идею, которая в музыке уже жила. Вот я хочу вам ее показать. Это будет из сложной академической музыки. Вот прям, знаете, такой, которая не на слуху, которая спрятанная, эстетская, интеллектуальная, безумно красивая и страшно похожая на Radiohead в некоторые моменты. Вот сейчас мы с ней познакомимся. Хочу вам просто, значит, кое-что включить, показать музыку. Пока просто ощутите ее вайб, так сказать. А потом я покажу, что это похожего. У вас есть ощущение, что это что-то стеклянное? Переливающаяся, холодная, симметричная, рациональная, волшебная, немножко пугающая, но такое дружелюбное. А еще знаете, чего там нету? Вот от этой музыки есть очень странное ощущение. Вот не знаю, есть оно у вас или нет, сейчас как раз и узнаем. Вот, там, во-первых, все время все происходит. Там нету минимализма с одним аккордом, да? Там все время что-то разное. Потом вдруг вот так, потом вдруг вот так, скрипка там, виолончель, и туда, но при этом там же не происходит ничего. Согласны? То есть она никуда не идет, она имитирует движение. То есть это на самом деле музыка, в которой нету результата процесса. Обычно, когда мы идем куда-то, у нас такое там и мы переходим к следующему фрагменту. Это я сейчас утрированно показала, но по идее оно везде такое есть. Да, у Штраусов так говорил Заратустра. Помните аккорд? 4 раза пытался стать мажором и, наконец, стал. Вот его результат. У Вагнера запутал, извините, что я так это быстро, да, это к тем, кто был, да, на лекциях. Вот вел у нас к этой неустойчивости, все время заставлял что-то хотеть, и никак нам этого не давал. И это тоже результат. Фрустрация. Мы расстроены, нам не дали, да. Вот, а здесь оно такое. Вот ну какое-то такое, знаете, под чем-то. Этот процесс, значит, Мессиан добивается этого так. Вот послушайте аккорды из Мессиана. Видите, у меня хитрый взгляд. Я буду вам на что-то намекать. Давайте я опущу микрофон, а то намекать надо 2 руками.
Это те же самые аккорды, это те аккорды симметрии, которые были у Гринвуда. И на самом деле Мессиан — это как раз тот человек, который этой симметрией занимался. Сейчас еще одно покажу. Это самая тяжелая сейчас часть лекции. Мы ее мужественно пройдем. Да, здесь нотки, полутона, тона. Потом будет полегче. Но это такая красота, сейчас станет яснее. Вот смотрите. Нижний аккорд, красненький. Красивый? Мне тоже нравится. Верхний аккорд, зелененький, забыли нижний. Забыли. Верхний аккорд, зелененький. Нормально, да? Не то, чтобы прям очень красиво, но не режет слух, да? Удивленное созвучие. Слушаем вместе. Вместе странное ощущение, да, вот он какой-то никакой, вот никакой, да, мы его как бы нивелировали, все его эмоциональные связи туда и сюда и обратно. И если расписать его по ноткам, то знаете, что там получится? Вот, это вот красненький аккорд и зелененький, чтобы вы видели, что все честно, все чисто. Это те же самые ноты на клавиатуре. А если их сгруппировать в одну, что получится? Здесь только одной не хватает, но это тот самый лад. Какой тот самый? Полшага шаг. Только здесь шаг полшага. Но это не важно, оно от любого места будет шаг полшага, понимаете, да? Ого! О боже, это сделал Мессиан. Мессиан-то не просто сделал, он-то манифестировал. Вы знаете, Мессиан писал сложную музыку, и тот фрагмент, который мы слушали, он из произведения «Квартет на конец времени» или «Квартет на конец времен». Это очень странное произведение. Знаете, какой в нем состав инструментов? Фортепиано, скрипка, виолончель и кларнет. Это странно, это разнонаправленные векторы. Обычно, если уж ты пишешь квартет, ну будь ты добр, ну делай 2 скрипки, виолончель, ну, фортепиано или контрабас, все будет сочетаться. Эх, как вы думаете, почему Мессиан выбрал такой странный набор инструментов? Чем он руководствовался? Может быть, кто-то знает? Реально странно. То, что было под рукой в концлагере, вы абсолютно правы. Он писал эту музыку в концлагере, и там вместе с ним находились несколько музыкантов, которые играли именно на этих инструментах. Мало того, у фортепиано не было какого-то количества клавиш. И это прям можно проследить, они не используются в произведении. И вы знаете, там есть много разных историй по поводу того, что чуть ли не ему начальник концлагеря Карандаш выделил, чтобы он написал этот квартет. Но их сейчас трудно проверить, но, в общем, это действительно история про осмысление там, жизни, смерти, окончания времен. Очень много там разных смыслов. Музыка несколько сумасшедшая, и она вся пронизана религиозными смыслами. У Мессиана был такой религиозный период. Вот. И это такая вот действительно литургия получается. И вот он там использовал такой прием. И потом, уже под конец жизни, Мессиан написал книгу. Значит, по-моему, она называется «Моя музыка» или «Мой музыкальный язык», не помню точно. И он там прям написал: «Я, говорит, использую 12 ладов. Вот такой порядок нот мне нравится. Я его придумал. Там тон, полутон мне нравится. Ну и как-нибудь еще, там 1,5 тона, тон, 1,5 тона, тон, вот мне нравится». То есть симметричные структуры. Он прямо их прописал, сказал, вот чтобы вы не думали там лишнего, да, что я тут наляпал. Это я не наляпал, это я играюсь с математическими структурами, пытаюсь найти вот эту кристаллизацию, симметрию, красоту. Чувствуете, это же такое наблюдение за рациональным, и оно вызывает у нас очень странное обычно переживание. Оно и чужое, и пугающее, и в то же время красивое, прекрасное, как формула. Да? Ты прям такой, а где там красивое и приятное в этой формуле? А вот где-то есть. Прям, знаете, когда все сходится, и ты такой, о. И вот Мессиан искал это ощущение. А Мессиан — это любимый композитор Джонни Гринвуда. Джонни Гринвуд как-то рассказал, что когда он был там подростком, он был странноватый, и он не очень понимал разницу между Мессианом и другими рок-звездами, которых он слушал в свои 15 лет. То есть он не понимал, почему люди называют это разной музыкой, ведь Мессиан такая же рок-звезда для него. У него было ощущение, что они хорошо знакомы, что они как братаны, да, то есть там, что он его знает. Это классно. Это, знаете, у меня было похожее ощущение от Шостаковича, когда я в 14 лет обнаружила по-настоящему, что он умер. То есть, знаете, не просто, ну вот годы жизни, а когда ты такой, так, это значит, что мы никогда не поговорим. В смысле, его нет. Был и нет.
И вот это было очень тяжелое переживание, потому что мне казалось, что мы знакомы, хорошо знакомы. И вот мне кажется, что у Джонни Гринвуда с Мессианом очень похожие взаимоотношения. И, не знаю, есть тут кто-то, кто любит музыку Radiohead? О, боже! Вы армия фанатов. Хорошо. Так вот, как определить, какую песню написал Джонни Гринвуд, а какую Том Йорк? Ну, давайте пока не будем углубляться в подробности, что там есть там Фил Нет, давайте так, вот как будто они вдвоем. Ладно? Вот как определить, что это такое? Ну, знаете песню «Just»? Кто знает песню «Just»? Вы знаете песню «Just». Хорошо. Значит, песня «Just» звучит так, на фортепиано. Как вы думаете, на что я вам намекаю? Сформулируйте. На симметричность еще? Хождение по кругу, да, то есть мы приходим в ту же точку, откуда вышли, и там на самом деле, знаете, какой порядок нот наверху? Слышите что-то странное, да? Это тон-полутон. Тон-полутон, тон-полутон, тон-полутон. Да, это мессиановский тот самый лад. Представляете? Ну, я не знаю даже, кто написал эту песню. Да? Вот, да? То есть представляете, как здорово. То есть в этом плане та история про Джонни Гринвуда, что он не видел разницы между мессианом и рок-звездами, она, мне кажется, важна для понимания природы явления Radiohead. Radiohead — это не академическая музыка и не рок-музыка. Это вообще непонятно что. Потому что Джонни Гринвуд не делает разницы. Мне кажется, и Том Йорк не делает. И в итоге получается, что это что-то на гитарах, но мессиан. Представляете, какая штука? Это же... Я не знаю, у меня нет слов. Поехали дальше. Есть похожие моменты, да, которые вот, где Джонни Гринвуд страшно любуется этой симметрией, прямо обожает ее и делает из нее вот эти стеклянные фортепианные верха. Вот будут сейчас два фрагментика, давайте их посмотрим. Они, правда, короткие. А можете нам свет выключить ненадолго? Спасибо. Прям вот просто вслушайтесь, что это по тому же принципу построено. Я думаю, что сейчас вы уже готовы к этому. Слышно? Стекло, стекло. Правда, здесь уже меняется, да, немножко? Слышно, что аккорды так тоже неожиданно сменяются, прям переливами. Это из фильма «Призрачная нить» про кутюрье, да? Это называется кутюрье, человек, который шьет одежду, да, высокой моды. Собственно, это и есть кутюрье. И мы не можем понять, что у него в голове, пока звучит эта тема. Чувствуете, если бы его подзвучили минорным или мажорным? Нет, это стекло. А это из фильма, который на русский язык, его название переведено как «Нефть». Нефть. А по-английски это как «и будет кровь». Вот тоже оцените, вроде бы другая эстетика, это эстетика Дикого Запада, а звучит вот это. Добро пожаловать в церковь. Здравствуй. Слышно, да? Мое имя Илай. Добро пожаловать в церковь Третьего Откровения. Просто иди к церкви по новой дороге и придешь. Это, кстати, тот же актер. Представляете, вот этот с усами, это тот кутюрье из «Машины». Отлично. Вот. Есть еще одна идея, которая перешла от Мессиана к Radiohead. Именно к Radiohead. Тут давайте так. У меня нету конкретных пока исследований и измышлений на тему того, как сказать, вот реальное разделение Том Йорк, Джонни Гринвуд. Это было бы так интересно, да? Не признаются никому, как они пишут свою музыку, а надо к ним подобраться, знаете, с точки зрения того, кто кого в детстве изучал, любил симметричные лады, пришли. О, это ты написал, это ты написал. Все понятно. И вот есть еще одна история, которую я сейчас предлагаю вам на слух все-таки определить. Это будет связано с фактурой. В общем, я сейчас включу вам несколько видеофрагментов. Обращайте внимание на то, какие инструменты играют, как они делятся на слои,
Какой из них более активный, более пассивный? В общем, как это на наслоенный пирог раскладывается и какие там аккорды? Давайте опять выключим на секунду. Ой, это будет музыка Мессиана, простите, потом видеофрагменты. Вспомните песню Radiohead, которая похожим принципом обладает. Чудо, да? Ой, чудо. Еще чуть-чуть, еще один фрагментик минутный. Тут виолончель вместо Тома Йорка плачет. Вдруг какой-то джазовый аккорд. Ого! Красивый аккорд. Мурашки вот здесь везде от перехода с аккорда на аккорд возникают. О, тоже опять Radiohead, да? Вот этот вот стык. Дела, да? А что за песню я имею в виду? Pyramid Song. А еще одну вспомните на ту же гармонию. Что? No Surprises? Интересная гипотеза. Да, ой, извините, что я не сказала свет включить. Я очень увлечена аккордами. Так, как? Ой, Daydreaming? Ой, я ее не сыграю и не вспомню там гармонию. Я запомню это и проверю потом ваше предположение. Ну, Кармополис? Вы имеете в виду по фактуре, да, что это повторяющиеся такие истории? Может быть, но там еще есть похожее. Вот там вот этот самый Pyramid Song имеет одинаковую гармонию с еще одной песней. Ну-ка, извините. Как? Three Fingers? Не ее имею в виду. Ну, видите, короче, мы поняли. Это все весь Radiohead — это Мессиан. Я имела в виду песню Everything in its own right place. Или кто-то ее сказал, это вы ее и сказали? Это вы ее сказали? Вы такой молодец. Я просто не все могу услышать. Так вот, давайте я напомню, что это у нас такое за песни. Вот, и там то же самое, там что Everything in its own right place, что как Pyramid Song, там просто вокал на фоне. И обратите внимание, это 3 аккорда, которые сначала поднимаются, а потом опускаются. Ну-ка еще раз, даже можно свет не выключать. Услышим их. Первый, чувствуете, вот он. Повторился энное количество раз, чтобы нас запутать. Это тоже важно. Такого времени нету, не течет. Второй повыше. Ждем третий еще выше. О, тоже оттуда, тоже из той же песни. А теперь они должны спускаться. Помните, да, чтобы была пирамида. Вот, пошли спускаться. Пирамида есть. И сейчас должны прийти в изначальную форму. Пришли. Ой. Так, мы поняли, кто написал эти песни. Так, поехали дальше. Значит, смотрите, вот в фильме «Нефть» там Джонни Гринвуд использует похожий принцип, но с гораздо более простыми аккордами. Все-таки, знаете, Мессиан —
Это сложная, история, это авангардная история. Да? Для кино она, возможно, не всегда подходит. А вот это подходит. Давайте посмотрим. Принцип будет похожий, немножко радиохедовский. Теперь мы знаем, откуда он идет. А аккорды даже попроще. Выключайте свет. Смею предположить, что до вас дошли Время невероятные не слухи идет, о моих фортепианные планах, аккорды. поэтому я решил, что лучше вам узнать о них от меня. Вот он я. Тут нет никаких тайн. Я нефтяник. Дамы и господа, я владею рядом предприятий в этом штате. У меня множество скважин, дающих тысячи баррелей в день, и поэтому я считаю себя нефтяником. Простите, если буду говорить прямо, как нам, нефтяникам, свойственно. Итак, дело, которым мы занимаемся, семейное. Я работаю со своим замечательным сыном HW. Кое-кто из вас уже с ним познакомился. Не Если переживайте, мои это не работники были приезжают спойлеры. с семьей, Нам это все известно с самого начала кино. Так, включите свет, пожалуйста, ненадолго. Я сейчас запереживала, что в этом киноотрывке, особенно с динамикой, музыка была слышна не слишком громко. Не слишком громко, да? Давайте я ее повторю на рояле и покажу, где это еще из Radiohead есть маленькая отсылочка к этой истории. То есть это два каких-то трагичных аккорда, которые потом идут с таким, знаете, мрачным усилием воли в последний. И это все на каком-то беспокойном басу, на одной ноте. Кто помнит, как называется прием, когда у нас в басу повторяется одна и та же нота довольно долго? Это сложный прием, но вдруг кто-то чудом помнит. Ну-ка. Остинато — это про ритм. Вы отлично это прям сказали, супер, да? А вот и органный пункт, отлично. То есть это остинато на органном пункте. Ну вы даете, конечно. Кошмар какой. Пугаете меня. Хорошо, органный пункт с остинато. То есть какая-то нота. И знаете, какую песню из Radiohead по принципу мне это напоминает? Но я ее послушала 200 тысяч раз, вот хоть убейте, я это все чувствую, но там из-за того, что события происходят быстрее, это не столь очевидно. Вот эту. Сейчас, если сыграю, а вы узнаете ее, значит, я хорошо сыграла, значит, похоже. А если нет, значит, моя гипотеза не работает. Вот и проверим. Узнали? А? National Anthem, да, это так читается, национальный гимн, который. Там просто огромное месиво из духовых, шумов, звуков, повторов. И там на фоне вдруг в конце, да, проявляются как раз вот эти вот три аккорда, которые все ведут в успокоение. И упали. Знаете, так смиренно приняли этот мажор. И, в принципе, вот такая тема. То есть в ней что? Аккорды, которые похожи на аккорды из National Anthem, но при этом фактура мессиановская, да, когда у нас есть вот эти вот повторяющиеся аккорды, прямо из академической музыки. Это чудо чудесное, потому что это прям для меня это выглядит как стык всех линий. И немножко даже, знаете, поменяло мое восприятие музыкальной такой нити эволюции. Меня всегда очень беспокоил вопрос, всегда, это прям с подросткового возраста, а что, собственно, произошло? Нам, когда мы учились там в училище, в консерватории, вся история музыки выглядела так. Все композиторы писали себе музыку, нормально. Потом пришел Вагнер, сломал классическую гармонию, это то, что вы знаете, да, по меланхолии. А потом все пошло, знаете, как-то непонятно куда. Да? Композиторы пошли в авангард, все было хорошо, а слушатели пошли слушать блюз «Предатели». Вот. И, собственно, все это кончилось плохо, потому что слушатели, потеряли ум и не стали слушать классный авангард, а вместо этого стали слушать попсу. И на этом заканчивается курс современной музыки. И ты такой остаешься с этим наедине и такой, а что мне с этим делать? Тебе говорят, как что? Есть еще столько прекрасной современной музыки. И называют супер неизвестных авангардных авторов, которые пишут сонорику. Изучай их.
Ты такой, ну как же это произошло? А сейчас я вот вижу, что на самом деле не было такого разделения на эти связки, что там, знаете, там блюзмены там топят в одну сторону, такая армия, да, эти топят в сторону усложнения, диссонансов, сонорики, эти такие, нет, куплетно-припевная форма, все по-английски, мы будем петь про золотые цепи. И они такие друг с другом, знаете, такие дерутся, и слушатели такие, нет, вы нам не нужны, авангардисты, мы идем слушать про золотые цепи. Да, но это же как-то нереалистично, а аргументов к тому, как простроить эту сетку, как вообще вот это все взаимодействовало друг с другом, их немного. А Джонни Гринвуд, он для меня волшебное связующее звено между одним миром и другим миром, потому что когда ты слышишь в песне популярного, скажем, исполнителя какие-то черты из Мессиана, которые можешь доказать, показать вот эти ноты оттуда, то это взрывает мне мозг. Я восхищена этим. Ладно, в общем, да. На самом деле, Джонни Гринвуд — это настолько интеллектуальная история. Сейчас я буду вас спрашивать отчасти с расчетом на то, что мы с вами последний раз говорим про западное кино. Мы в следующий раз встречаемся только на советскую музыку, и все. А надо подвести кое-какие итоги. Правильно? Правильно. Вот, значит, что у Джонни Гринвуда вообще в целом от 20 века? Вот, какого композитора мы вспоминаем, когда слышим этот саундтрек? Тот, который сейчас прозвучит. Выключите нам, пожалуйста, музыку ненадолго. А вы своими словами или кино вспомните, или сцену, или композитора, а лучше все вместе. Поехали. Обратите внимание, сейчас оно... Вот с этого кино начинается. Представляете, сколько вообще сразу всего. И давайте еще одну сцену с таким же звуком. То же самое герой делает. Так, включайте свет. Спасибо. Ну что, ваши варианты? Лигити. Скажите еще. Вы согласны? А? Кто? Я не услышала. Пендерецкий. О, нифига себе. Ой, в смысле, ничего себе вы знаете. Ага. Ну вы даете. Сейчас я прокомментирую ваши слова. Хорошо. Кто-то еще хотел что-то сказать? Плач по жертвам Хиросимы. Да ладно. Вы знаете плач по жертвам Хиросимы? А вы смотрели лекцию? Вообще, unbelievable. Это довольно редкая авангардная музыка, вы ее знаете. Круто. Но вот вы сказали про Лигити. Я планировала, что все скажут Лигити, потому что мы смотрели, что Лигити написал музыку, которую использовали где? В «Космической Одиссее 2001», когда космонавты высаживаются на Луну, пробуют потрогать этот монолит. Это как символ в этом кино чего-то непонятного, неизведанного, первобытного, первородного, которое такое, знаете, как комок мух. Да? Называется это все сонорика. Прием, когда мы используем не звуки, а темброзвучности, кластеры, пятна, линии. То есть вот так вот мыслим музыку какими-то такими большими пластами. Значит, Пендерецкий, «Плач по жертвам Хиросимы». Ну, давайте я вам его, знаете, что сделаю? Я вам его в микрофон включу. Это та самая музыка, вдруг кто не слышал, которую трудно слушать дольше 20 секунд подряд. Вот и проверим, сколько вы выдержите. И выйдете ли вы живыми. А вы знаете, почему я удивилась, что вы знаете про «Плач по жертвам Хиросимы»? Потому что Гринвуд, он знаком с Пендерецким, они тусили. То есть представляете, какая штука, а? Как это все связано? А где «Плач по жертвам Хиросимы»? Извините, я потрачу на это еще немного времени. Пендерецкий. А? Ой, я могла бы. Вот если мы все вместе это сделаем. Так, почему? Это что, это удаленный трек? Решили, что его не надо никому слушать? Ну что, сидите здоровые, румяные, все, можете слушать «Плач по жертвам Хиросимы». Значит, это такое произведение, которое было написано... Не понравилось собакам. Не надо такого больше, говорят. Может, это на собачьем что-то. Оскорбились. Хорошо.
Значит, там есть такой, был, он умер, по-моему, сколько это, несколько лет назад, композитор Кшиштоф Пендерецкий. И он написал вот такую музыку. Причем записывал он ее так. Там есть партии, не одобряют. Вот. Есть партитура, там есть строчки скрипок, и там они... Ладно, там линии вместо нот и нарисованы всякие символы, например, черный треугольник. Это означает, что ты должен играть самую высокую ноту, которую только можешь извлечь, и играть ее до той поры, пока дирижер тебе не скажет «хватит». Дирижер там управляется такими жестами вот так, понимаете, да, там ты, все, хватит, стоп. Да? То есть это не прописанная партитура нотками, это невозможно. Это тоже как бы сонорика, но он написал эту музыку ну просто, по-моему, я не помню, либо он дал ей какое-то другое название, либо не дал вовсе. И что-то все такие, что? А потом он пошел, подумал и назвал это произведение «Плач по жертвам Хиросимы». И оно стало культовым. Все такие, да, круто. Ладно, это на самом деле такой факт, где-то на грани смешного и чернухи, но прям, знаете, про коммерцию в авангардной музыке многое говорит. Действительно, это вот сонорика, собранная в один звук. Она отличается от лигити тем, что это не просто шум распластанный, а вот так вот в один звук собирается. Я думаю, что записано это здесь может быть дугой. И написали, в какую ноту надо прийти. Дирижер показывает жестом куда, и ты приходишь. Это я говорю вам к тому, что вдруг вы думаете, что записывать авангардную музыку в 10 раз сложнее, чем записать сонату Моцарта. Боюсь, что наоборот. Да, гораздо легче. Вы можете написать отличную авангардную музыку. Надеюсь, вы вдохновитесь после этой лекции и напишите ее. Хорошо. Здесь посложнее, в том отрывке, который я вам сейчас покажу. Выключайте свет на секунду. Тут посложнее. Какой авангардный стиль музыки можно вспомнить при виде этой сцены? Ну-ка. Все. Как ни странно, здесь тоже нету особо никаких спойлеров. Если вы не смотрели, вы даже не поняли, что это случилось такое, да? И это не сильно влияет на сюжет кино. Посмотрите, потом все будет хорошо. Ну что, ваши варианты. Какой стиль музыки приходит в голову? Ну-ка. Noise MC. Конечно, он. Нет, не он. Noise. Ну, хорошо, как вариант. Давайте еще варианты. Ну, это сложно, я же там даже написала текстом, здесь посложнее. Вы знаете, в этот момент, давайте посмотрим даже без музыки, что делает человек в кадре. Мне это кажется очень остроумным. Тот, который сидит. Да, не, нормально. Значит, вот он сидит, смотрите, и смотрит на какую-то сцену. Давайте так, на сцену смотрит. Поднимает руки, дает сигнал. Причем как он дает сигнал? Вот так. Он же как дирижер выступает, это же удивительно. И что они все делают? Они начинают шуметь и греметь, ну потому что они носят тележки. Вот именно таким образом дирижировалась конкретная музыка в 40-е годы 20 века. Мюзик конкрет. Это тот жанр музыки, где они брали, знаете, там могла быть шумелка такая, знаете, на ручке, такая кряхтелка. И это тоже был, мол, музыкальный инструмент, музыка из шумов. Они все становились в рядок, вот так вот, да, перед дирижером. И дирижер делал вот так. Давай. Тот шумел, загремел свое, отшумел свое, закончил. Да, то есть мне это вообще так напомнило. Музыкальное сопровождение очень остроумно это подчеркивает. Но я же говорю, это посложнее. Вот Гринвуд, вот с Циммером-то попроще нам было с вами. Помните, сидели, кайфовали, аккордов 4, сидим всю лекцию, ой, хорошо. Здесь посложнее. Давайте, какого композитора можно вспомнить, услышав эту музыку? Выключите, пожалуйста, нам на секунду. Да, здесь будет закрыто плашечкой. Почему вы без перчаток? Потому что они мне без надобности.
Ну, готово, да. Вот давайте так. Не переживайте, там не происходило чего-то прям экстра ужасного, но на всякий случай, да, не надо нам такого. Ну что, какого композитора 20 века, я имею в виду академического, там, классического, спойлер, которого мы сегодня уже упоминали, можно вспомнить от этого отрывка? Правильно, откуда вы все знаете? А почему нельзя было интригу как-то расшатать? Что же вы так? А кто сказал? Это вы все знаете, понятно. Хорошо, Шостаковича. Шостакович как раз очень увлекался такими струнными остината. Вот как вы сказали, да, остината. Это тот ритм, помните? Это вот когда у нас есть такие какие-то длительности, которые нас все время как-то собирают. И вот на самом деле весь 20 век, когда будете изучать отдельно его композиторов, это не так уж и сложно. Вы у всех найдете остината. Если не найдете, будете очень удивляться. Остината использовал Игорь Стравинский в «Весне священной». Но только там остината ударных, она такая уп, уп, уп. И там он изображает ритуальные падения на землю. Там он делает бух, бух, потому что это балет про архаичные обычаи. Шостакович использует остината как что-то такое очень страшное и очень живое. Это не похоже на остината просто барабана, а это похоже на то, что тема живет и дергается, и дергается. И вот здесь тоже связка такая образовывается. Шостакович обожал Мессиана на самом деле. Вот он любил Мессиана и слушал. И вот, может быть, и Гринвуд слушал Шостаковича, а может быть, они все слушали друг друга. Там вообще вот такая вот запутка происходит. На самом деле, сейчас вот мы с вами говорим про то, что как будто Гринвуд — венец творения всего, и вот как будто все на него повлияли, а он сам ни на кого. Это тоже несколько обманчивое впечатление, там гораздо более сложная галиматья внутри этих композиторских отношений. Например, помните такую музыку? Вот кто написал такую музыку? Райх. И был такой композитор-минималист в 70-е годы 20 века, который придумывал записывать музыку на 2 магнитные ленты и плавно смещать одну относительно другой. Это были первые опыты человечества в минимализме, который мы сейчас с вами так любим, Людовико Эйнауди, все вот это вот, да. Вот. А это были такие первые опыты создать музыку из повторений. И вот у истоков этого всего стояли Терри Райли, про которого мы никогда не говорили, и Стив Райх, про которого я постоянно «меня хлебом не корми, дай поговорить про Стива Райха». Так вот, смотрите, оказывается, одно произведение Стива Райха, которое я страшно люблю, все время его слушала, вот оно во всех стримингах в официальном исполнении лежит в исполнении Джонни Гринвуда. Это, собственно, Джонни Гринвуд. Вот он. Видели вы когда-нибудь исполнителя, который так смотрит в зал во время исполнения? Обычно гитаристы смотрят куда-то себе в пупок. Вообще как не отсюда чувак какой-то, да, такой отлетевший. И смотрите, какой принцип построения этого произведения. Это один аккорд, который болтается. Он образовывает такие пятна. И вот Стив Райх с Джонни Гринвудом, который сильно его младше. Понятно, что Стив Райх, мастер, да, уже пожилой человек. Вот они стали дружить, и Стив Райх, например, сделал несколько переработок песен Radiohead на свой акустический лад. Он взял их идеи и развил по-своему, сказал, вот вам, типа, подарочек. Ну, то есть не имел в виду, что вы тут накосячили, а я подправлю, а имел в виду, что я тоже хотел бы поработать с вашим прекрасным материалом. Но вы знаете, можно встретить у Гринвуда, например, вот такие фрагментики небольшие, да, это будет один, прям секунды 4. Слышно? А ну-ка еще раз его послушаем. Маленький столик. Короткий. Нет, давай. Красота, да? Маленький столик для твоего большого стола.
То есть, видите, Гринвуд еще при том, что он довольно молод, при том, что он не очень-то и публичный, академисты его не считают за своего, в консерваториях его не проходят. Что странно, Пендурецкого-то проходят, понимаете, а они что, как-то по времени различаются? Это что, нет такого правила, что композитор должен 20 лет как помереть, чтобы его начали проходить? Там просто, видите, не принимают его в свои. А вот он, видите, везде вот такой вот, он как будто всех их клеем оплетает и соединяет один мир с другим, да? Мир академических этих минималистов с какими-нибудь авангардистами, Шостаковичем и всеми остальными. И что-то я тут хотела сказать. Здесь на фоне скрипки играли что-то такое. Маленький столик для твоего большого стола. Вот я сейчас попробовала прям под кино подбирать. Похоже, да? Что-то такие созвучия какие-то. А что это вам напоминает? Вот как конкретно эти 4 ноты. Сейчас я их по-разному поиграю. Кто догадаетесь, где мы такое можем слышать, в какой конкретный момент, на каком инструменте? Ну-ка, давай. На арфе можем, конечно, а еще где? На скрипке, да, вот они как раз похожи. Настраивают, точно. То есть в оркестровой яме или рядом с ней, перед концертом. Да, в филармонии. Там обычно еще такой гвалт, да, там все играют что-то похожее, но в разных регистрах. Это пустые струны скрипки. Пустые — это те, на которых ничего не зажимаются. Вот они по умолчанию настроены на эти ноты. А как раз левой рукой скрипач прижимает эти струны и изменяет длину струны. Правильно? То есть вот он зажал, она стала короче, звук стал выше. Так скрипка работает. Вот эти пустые струны, они тоже до жути симметричные. Послушайте. Это все одинаковые расстояния, они вот так вот гуляют туда-сюда, туда-сюда. Это тоже есть любовь к симметрии. Когда я, значит, об этом подумала, я вспомнила еще одного композитора, который точно довольно мало вам известен, но когда-нибудь мы о нем подробно поговорим. Был такой композитор, тоже, знаете, между всеми такой, как клей. Звали его Албан Берг. Он жил на стыке 19 и 20 века. Берг — такая фамилия. И он, с одной стороны, он дружил с Шонбергом. А Шонберг там такой: додекафония, ребят, додекафония. Да? То есть вот это все атональное такое. И Шонберг выбирал себе друзей исключительно потому, чтобы у них была Бер в фамилии. Значит, он сам Шонберг, он дружил с Бергом и Веберном. Вот, я думаю, что он просто всех остальных просто не брал бы с собой в друзья. И знаете, вот Шонберг, он такой, знаете, он очень эмоциональный, у него музыка такая атональная, но с ноткой трагичности. Веберн, его другой друг, он писал что-то вот такое. И это называлось пуантилизм. Да, это как пуанты, точечки. Да? И все это тоже такая додекафония. А Берг, вот про которого я начала речь, да, вот этот Берг, он был их всех сильно младше, и он писал музыку, в которой, знаете, такой и нашим, и вашим. Там есть и додекафония, и потрясающие какие-то полуромантические созвучия, очень красивые и воздушные. Да, то есть он такой самый слушабельный из них троих, я бы так сказала. И у него есть струнный концерт, скрипичный концерт, да, концерт для скрипки, в котором главная тема звучит так. Ну, представляете, то есть все замирают, играет арфа, да, все так тихо, дымка из звуков, вступает скрипка и играет. То есть по пустым струнам туда и обратно. И это тоже такое наблюдение и за скрипкой, и за естественностью, и за симметрией. И вот мне это кажется тоже очень важно, потому что Берг, он, по сути, начал всю эту движуху с наблюдением симметрии, а Мессиан был после него. То есть это, в принципе, увлечение 20 века вот этой вот красотой стекла. Не устали? Чуть-чуть осталось. Не устали. Хорошо. А даже странно, столько уже сегодня всего было, прям вообще.
Ну, вы просто хотели сделать мне приятное. Обобщим. Гринвуд постоянно находится в диалоге с академическими композиторами 20 века и вдохновляется их идеями, а некоторые из них даже вдохновляются им в ответ. Ну вот как раз Стив Райх, который взял, пришел и потом переделал Radiohead по-своему. Такое чудо вообще, что это за collaboration непонятный. Здесь нужно пояснить вот что. Согласитесь, трудно сказать, что Гринвуд что-то украл у Мессиана. Эта музыка звучит совершенно иначе. Нельзя сказать, что «Pyramid Song» — это кусочек из квартета «На конец времени». Она звучит иначе, там другие инструменты, другая форма, но там одинаковые идеи. И скорее Гринвуд любуется теми же вещами, чем любовались композиторы 20 века. Он тоже все это любит. Они чем любовались? Математичностью, структурой, красотой, правильностью и неправильностью, да, сочетанием того, чего человек может продумать, предположить, выстроить, и того, что ему не подвластно. Вообще 20 век он такой, знаете, он как будто в музыке задает вопрос человеку: ну что, ты сверхчеловек, ты космическое дитя, да, из Кубрика, или тварь дрожащая. Чувствуете? То есть человек, с одной стороны, в космос летит, с другой стороны, все равно убивает сородичей. Там одно делает другое, второе другое. То есть все время какой-то баланс. Да? Вот уже вот-вот, мы вот-вот какие-то сверхчеловеки, а потом оказывается, что нет. А ведь могли бы на Марс полететь, да, через неделю. Ничего не понятно. И вот в музыке то же самое. Где та грань, которую человек может высчитать? Там такой вот где-то там проистекает их внутренний поиск. Додекафонисты решили вообще свой лад придумать головой. Мол, считайте музыку цифрами. Это же вообще, это же, знаете как, тоже будь, значит, богом, да, считай тут музыку. Мол, непонятно как. Ну, и эти идеи все, они Гринвуду как-то близки. Он тоже вот из этих товарищей. Ладно. Самый простой, быстрый финальный раздел лекции. Вот сейчас я вам покажу еще одно, с чем Гринвуд работает, что приводит меня в восторг. Сразу в 2 фильмах, которые озвучивал Гринвуд, есть одна и та же идея главной темы. Сначала мы слышим ее в немузыкальном виде, а потом в музыкальном. Например, сейчас мы с вами посмотрим отрывок из фильма «Что-то не так с Кевином». По-моему, я закрыла его плашкой, чтобы не было никакого спойлера. Но, в общем, вы услышите, что там есть звук поливальной машины. Это, которая газон поливает. Помните, она делает вот, и там вы услышите, что эта поливалка, она просто, как бы ее драматургия звука только в том, что он ускоряется. Больше она ничего не делает. Он ускоряется, становится таким навязчивым немножко в конце. А потом вы услышите тему, которая играется на ситаре или мандолине, я тут даже не разобралась, на каком-то окологитарном инструменте народном, которая выстроена таким же образом. Просто она со звуками играется. И вот как будто они перекликаются друг с другом, как поливалка стала гитарой. Выключите нам свет ненадолго, пожалуйста. Так. Слышите, как она уже навязчивой становится, пугает. Значит, тут поливальная машина, да, началось все спокойно, а потом она с ума сошла. Кусочек еще послушаем и сразу перейдем к следующей теме. Сейчас вот удивительное дело, на секунду остановлю, не включайте свет. Это сцена, в которой появляется главный саундтрек, а потом он ныряет с нами в кино, и мы понимаем, что он играет у героев, а не у нас. Плавный переход. Давайте просто красивая задумка. Досмотрим.
Мне не нравится. Выключи. То есть, видите, оказывается, что это она у них играла, эта тема. Прям классно. Услышали сходство между поливальной машиной и этой темой, да, по форме? Отлично, подождите, не включайте. А сейчас я вам без комментариев покажу то же самое, только в фильме «Нефть». И вы сами поймете, какие звуки образовали музыку и по какому принципу. Малыш, не бойся ничего. Открой дверь! Свет, пожалуйста. Услышали, что там с молоточками, да, произошло? То есть обалдеть. Причем главное, что молоточки в разном ритме послойно играли. И потом полностью этот принцип музыки соблюден. У каждого своя линия и свой однородный ритм, повторяющийся, но образующий разную линию. Вот это важная идея, которую сейчас мы еще придержим в голове немножко. То есть еще раз, идея такая. Это называется полиритмия. Что логично, да, полиритмия, да, когда у каждого своя линия жизни, свое сердцебиение, они не совпадают по вертикалям, и это вот так вот. Немножко иногда нас нервирует, кстати. Мы любим, когда все в едином ритме, а такое заодно нас еще и так экшеном приправляет. То есть удивительно, как у Гринвуда сочетаются звуки с незвуками. Это, по идее, и есть конкретная музыка, которую так искали Пьер Шефер и Пьер Анри в середине 20 века, когда сказали о том, что вся музыка абстрактная, вся вот эта вот симфония абстрактная, да, а нам нужна музыка конкретная, чтобы у нас предметы звучали. Конкретная музыка, понимаете? Вот так вот надо. И они даже написали симфонию человека, когда просто записали, как человек хлопает, топает, щелкает, поет, играет на пианино, мол, вот это все, как звучит его тело. Но мне кажется, что, по сути, конкретная музыка, ее в конечном итоге написал Джонни Гринвуд, потому что это музыка, которая звучит сначала в природе, а потом также на инструментах, и ты видишь эту очевидную метафору. Она не навязанная, не кичевая, а ты просто как бы лишний раз композитор обращает твое внимание на такое интересное явление в природе. Лишний раз показывает, насколько эта сцена важна для всего кино. Вот вы, когда будете смотреть, если заинтересуетесь фильмом «Что-то не так с Кевином», вы поймете, почему главный саундтрек идет именно от звука поливальной вот этой вот вещи. Так умозрительно кажется, господи, чушь какая. Не чушь. С этого начинается фильм, он этим чуть ли не заканчивается. Там эта поливальная машинка, прям вот самое важное. И от нее пошел саундтрек. То же самое в «Нефти» с этими молоточками. Супер. Поехали дальше. Есть три вещи, которые мы еще обсудим. Джонни Гринвуд умеет показать ритмом, что что-то не так. Он умеет показать аккордами, что что-то не так. И может показать аккордами, что он уж очень хочет, чтобы мы поверили, что все так. То есть, видите, да, то есть он может таким слоем с нами пообщаться. Вот давайте посмотрим. Я вам сейчас включу короткий видеофрагмент, и вы увидите сцену, абсолютно оторванную из сюжета в фильме «Призрачная нить». Там ничего не будет происходить. Там двое людей что-то шьют. И вот я утверждаю, что ритм в этом отрывке показывает вам, что один из них нездоров. Хорошо? А ваша задача объяснить, что не так. Выключайте свет.
Все. Включайте свет. Рассказывайте, что не так в этом суперделикатном, нежном, хорошем, равномерном ритме. Извините, я не услышала. Полиритмия. А давайте ее конкретнее обозначим. На что считается какая линия? Сколько там линий? Да, как идет каждая из них? Давайте еще раз включу, если нужно. Давайте, чтобы мы все вместе. Кто-то, может, успел, кто-то не успел. Значит, сколько линий? Со светом посидим. Допустим, там есть этот слой верхний, но мы его не будем считать, в нем вообще ритма нет. А сколько слоев пульсируют? 1 триольки. Поп-поп-поп-пам-пам-пам-пам. А второй? А второй просто четверки, ну то есть двойки. Да? Вот смотрите, сейчас можно под эту музыку посчитать двумя способами. Давайте посчитаем сначала на 3, вот как вы сказали. Слышно, да? Давайте посчитаем на 2. Вернись. Это красиво, но потом. На сладенькое. Ой. Да. Раз, два, раз. Слышно? Сложно. Вы знаете, есть такое упражнение, которое детям уже надо уметь делать в 11 лет в музыкальной школе. Взрослым оно особенно тоже тяжело дается. Это нужно уметь сыграть 3 на 2. Прям можете попробовать дома. Одна рука по одной коленке на 3, а вторая на 2. То есть есть несколько мест, в которых они соединяются. Видите, это так выглядит, как калашмяшка, а на самом деле она вот такая. То есть вот у вас раз в сколько? В 4 доли, в 3 доли будет возникать общее. Сложняшка. И вот мы, когда такое слушаем, у нас мозг такой: ой, а что происходит? И это желаемый эффект. То есть нет у Гринвуда здесь идеи заложить нам в этот ритм какую-то ужасную трагедию, сказать, это кошмар. Нет, просто мы должны напрячься и подумать, что-то здесь не так. Что-то здесь не так. То есть чувствуете, какой тонкий интеллектуальный детектив получается? Можно даже случайно пропустить это мимо ушей. Но это организм реагирует, понимаете? Это не отсылка такая, да, мол, послушай, тут диэсыра, и поэтому все плохо. А это отсылка, что организму некомфортно, поэтому мы чувствуем, что что-то не так. Второй из 3 случаев, прежде чем мы закончим, когда гармония показывает, что что-то не так. Чуть-чуть посложнее. Делаем то же самое. Выключаем сейчас свет, я показываю вам видеофрагмент, а вы рассказываете, как аккорды показывают, что в жизни героя все разваливается. Хорошо? Сложно, да? Я вот что-то сейчас пока так думала, сидела, думаю, что-то я бы, может, и не догадалась бы, если честно, что я тут имею в виду, перед вами стою. Давайте я вам сама расскажу. Или у кого-то есть предположение, и надо поговорить. Ну нет, давайте расскажу, все. Здесь, в общем, история какая? Музыка строится на 2 одинаковых нотах. Нет, почти одинаковых сейчас. Хочется сказать, ну хорошо, все, у тебя уже есть фундамент, ты молодец, давай событий. И музыка такая, ладно. Что-то такая пошла грузно что-то делать. Да? И вдруг струнные, там вот такой чуть-чуть едва слышный момент, они все поплыли в глиссандо, они сделали такую фальшь, они такие... Вот. И они такие, вроде как мы их такие, ладно, все, закончили с этой идеей, да, мы хотели тут развернуть на нем. А мы такие, ладно, все, хорош, и обратно.
Такие, знаете, лишь бы не развалилось, лишь бы оно вот так вот осталось все. Короче говоря, хотим событий, событий не возникает, а они все начинают плыть глиссанда. Глиссанда — это когда смычок делает вот этот вот... Вот давайте еще раз послушаем, можно даже с включенным светом. Очень тихо просто, да? Такие, все, лучше не будем пробовать. Мелодия хочет продолжиться, а у нее не получается, оно все не выходит. Не выходит. Какое-то даже, знаете, может быть не то, что с героем что-то не так, а то, что это как будто не дает развиваться. Что-то там такое. Вот когда будете фильм смотреть, обратите на это внимание. Я что-то тоже вот хочу про ритм еще раз пересмотрю, про ритм подумаю с этой вашей аритмией. Ну и последнее, чтобы мы не выходили в каком-то настроении, что что-то не так, я вам тут нашла пример из музыки Джонни Гринвуда, где он пытается сказать нам, что все так хорошо, что даже от этого становится несколько... Ну, в общем, вы сами сейчас все почувствуете. Не буду вам навязывать, что там становится. Ну, в общем, я вам включу музыку, и мы послушаем прилично ее фрагмент, потому что нужно осознать ее форму. Ну, то есть прям пару минут послушаем, на экране не будет ничего происходить интересного, вы прямо увидите, да, что эта музыка отлично сочетается с тем, что там в фильме происходит. Никаких спойлеров. Вот. И ваша задача сформулировать, как с помощью аккордов, стилей, формы Гринвуд пытается нам, знаете, медом намазать все, что можно намазать. Хорошо? Выключаем свет, смотрим напоследок прекрасную музыку. Проходите, дамы. Доброе утро. Чувствуете, какой Дисней немножко, да? Такие дамы, как принцессы. Доброе утро, дамы. Все эти лестницы голливудские, диснеевские, прям сказка. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро, дамы. Доброе утро, Бетти. Доброе утро, мистер Вудкок. Доброе утро, Нана. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, сэр. Столько событий. Экшен. Ладно. Включайте нам свет, пожалуйста. Ну что, как вам кино? Хорошо, да? Приятно. А что сделало вам приятно? Давайте. Вальсовый ритм. А вы знаете, там ритм такой не очень понятно какой. А, вот этот па-па-па-па-па-па. А, подождите, или вы вообще про это вот. Ну, действительно, там были штучки с триолями. Здорово. Вальс вас порадовал. Очень хорошо. Что еще вас порадовало? Устойчивая вас все время порадовала? А, ну знаете, как делает? Оно все время в тонику. Любит тонику. Послушайте.
То есть там действительно этот надрывный неустойчивый аккорд нужен только для того, чтобы мы обратно в тонику уплыли. Как нам хорошо стало, да? Так, что еще вас радовало? Этого мало, там много радости. Даша, что тебя радовало? Полеты вверх, конечно, радовали. Вы что, это же Голливуд, это же прям унесенный ветром, да, вот эти вот и джаз, и что-то в этом есть, конечно же, такое полетное. Да, хорошо, вот эти вот брошенные. А чувствуете, как замедления радовали в этот момент, какие они вкусные, какие они приятные. Когда есть замедление, у нас увеличивается ожидание, и когда оно идет снова, мы прям радуемся, как пирожному. Может быть, еще что-то? Буквально песенная форма. Ну-ка. АБ. Смотрите, с одной стороны она песенная, это, кстати, очень классное замечание, песенная, куплет, припев, а с другой стороны она еще и какая. В песне это все-таки даже иногда бывает посложнее. Ну, все там одинаковое, короче, я про это, да? То есть это песня, которая не имеет конца. Это полные повторы. Что еще вас радовало? Ну, тембр рояля вас радовал? Радовал, конечно, правильно? Это же вам не трубы в National Anthem, да? Это вот такое вот сладкое все, струнные на фоне. Так, и какие-то джазовые вкусняшки. Да, вот этот вот вообще, что это? Это обостренная эмоция. Аккорд, в который добавили диссонанс, докрутили его, понимаете, чтобы красиво было. Это чтобы героиня упала в обморок, ну, условно, да, а не просто там загрустила. То есть мы еще ее так подкрутили. Это же работа со штампами абсолютно такая тоненькая, филигранненькая, да? И мажор, конечно. Мы все время забываем про мажор-минор. Знаете, там не просто мажор, а он такой сладкий. Сейчас я вам его покажу. Сейчас прокомментирую. Сладкий мажор в духе Дебюсси. Строгого ритма нет. Ах, болезненный аккорд. Снова тоника, все хорошо. О нет, болезненный аккорд. Вдруг немного минора защемило душу. Пространство пошло, как куда-то расти. И как, знаете, как в конце в кино обязательно. И обязательно должно все, знаете, пространство схлопывается до кружочка, да, там кружочек становится на персонаже и обратно там, да? Вот. Это же прям, знаете, было весело и хорошо, а потом немножко погрустили и получили финальный мажор. Кто бы сомневался, что мы это сделаем? Абсолютно диснеевский саундтрек. Вот, то есть, но главное, что с одной стороны это так, с другой стороны, я думаю, что Гринвуд делает две вещи. Он делает это очень деликатно. Чувствуете, что она не бросается в уши. Она бы бросилась, если бы это струнные делали. А фортепиано — это гораздо более интимная вещь. И Гринвуд часто использует на лирических саундтреках именно такое тихое фортепиано. Чувствуете, оно такое вот стеклянненькое, немножечко не такое эмоциональное, как эти пачки струнных. И второе, он же немножко с нами шутит, но эта музыка, я вам еще кусочек вырезала. Если будете смотреть фильм, вам станет забавно с того, сколько раз она повторяется. Сколько раз. Знаете, другое место повторяется та же музыка, немножко в другой аранжировке, опять много раз. И опять этот идеальный мир с этими девушками, с этими лестницами, все по кругу. Ничего не происходит. Это прекрасное суфле, которое мы едим каждый день на завтрак, обед и ужин. Понимаете, о чем он нам говорит? Да? Суфле — это супер, но посмотрите, как это абсурдно. Ну, понимаете, чуть-чуть. Вот в этом есть какая-то еще ироническая тонкость. Собственно, подбираемся к концу. Давайте итоги. У Гринвуда есть остената, он любуется гармонической симметрией, это самое важное, надо было мне это тут выделить жирным. Да? Он любуется всем симметричным, повторяемым, зеркальным, хрустальным, рациональным, тем, чем любовались композиторы 20 века, все вот эти вот, которых мы любим и которые сделали стиль 20 века. Гринвуд, по сути, это академический композитор, просто он об этом, может быть, догадывается, а может быть и нет. Герметичность всего лада, все время эти круговые структуры, повторяющиеся структуры, структуры, в которых нету времени как процесса, который имеет результат. Помните квартет «На конец времени» Мессиана, который мы слушали? Там же тоже такая история. Время закончилось, его больше нету. Это и не процесс, и не минимализм. Это что-то посерединке. Это вот момент остановочки времени. Лады Мессиана. Мессиан, конечно же, был не первый, кто использовал такие лады, потому что потом придут люди в комментариях и скажут, что это гамма Римского-Корсакова. Вообще вопросов нет. Но Мессиан был первый, кто написал об этом в своей книжке.
Поэтому использовал это осознанно, дал этому название, поэтому я ссылаюсь на него. Явление из жизни становится музыкой. Помните, поливальная машинка из-за своей истеричности, да, вот из-за своей кульминации дала толчок основному саундтреку на банджо, а удары молоточков по трубам стали вообще саундтреком к нефти, потому что это и есть смысл фильма. Ну, вы, наверное, догадались, в этом фильме про нефть. Ее добывают, да? В общем, посмотрите. Музыка деликатная и разговаривает со слушателем в полголоса. Мы ни разу не встретили ни одного момента, где музыка бы на вас такая «плачь», да? Нет, она вся где-то рядом, где-то ее прям неуловимо рядом. В общем, как тихий-тихий Radiohead. Где-то играет, но не давит на нас. И даже как будто ничего императивно не говорит. Не указывает тебе «смейся, плачь, танцуй». Нет, она просто какое-то, знаете, красивое стекло иногда. И вообще непонятно, зачем она там. Какая тончайшая работа. Знаете, я так этим любуюсь. Я не знаю, видно по мне это или нет, но это были волшебные несколько дней, которые я заканчивала подготовку к лекции. Сплошной грин вот в этой жизни. Музыка, да, это я, в принципе, сказала. Ну и, пожалуй, вот на этом мы сейчас с вами уже будем заканчивать. Надеюсь, что у вас есть какие-то вопросы. Да, вы пока про них подумайте. И я хочу отдельно сказать вам спасибо, насколько вы умные, эрудированные, насколько вы преданно считали тоны и полутоны, занимались этой математикой, слушали этого Лигити с Пендерецким и вообще пришли на киномузыку, а получили музыку 20 века и вроде бы не выглядели недовольными этим. Спасибо, что вы такие, очень с вами приятно быть. Так что вот и все. Спасибо, в общем. Когда в этой последней сцене показывали лестницу и снимали ее снизу, она была как будто с плесенью немножко такая вот. Да. Ну, то есть выбивалось, все такое у них идеально, такие белые ставни, которые не открывают шторы, все такое классно, он весь такой следит за собой. И вот эта лестница снизу, когда ее показывают, видно, что она неухоженная. И нет ли там вот какой-то... Я просто фильм не смотрела, поэтому хотела уточнить, может быть, кто-то, если смотрел, нет ли там какой-то в этой сцене отсылки к тому, что вроде все такое идеальное, но на самом деле это все только фасад. Да, мы говорим да. Мы не можем спойлерить. И сейчас в итоге, знаете, все пойдут домой, окажется, что это фильм про борцов с плесенью. И что вначале заявляется это как проблема. Ну нет, конечно, есть. Да, это хорошая метафора. Я не замечала там такой детали, это супер. И музыка как раз тоже такая немножко такая с перегибчиком. Спасибо. Так, есть у кого-то еще что-то сказать или спросить? Ну, давайте так пойдем. Я не знаю, кто первый. На всех успеется. Вот, спасибо за лекцию. Я до этой лекции не обращал внимания на то, насколько у Джонни Грина много игры между диегетическим и недиегетическим звуком в фильмах. Давайте поясним, что диегетический — это тот, который звучит в кино, и его слышат герои, да? Которого существует в киношном в контрасте с недиегетическим, который, саундтрек, который как бы за кадром. Вот, и у него постоянно вот эти переигрывания между одним и другим, где зачастую, как вот с трубой, они явно заранее скоординированы. То есть не так, что ему дали готовый фильм, а он к этому что-то писал. Вот, и мне было, как только я это заметил, мне было очень сложно отделять одно от другого. Поэтому вот даже вот эта вот часть, где все такое светлое, ритмичное, возвышенное и так далее, какие-то звуки вроде того, как он намазывает пену, или шаги, или как он натягивает штаны, носки, они для меня были каким-то вот этим дополнительным уровнем, который вносит какой-то диссонанс. Классно. Слушайте, классно. Я об этом еще подумаю. Я тоже так об этом сильно не размышляла, кроме как в фильме «Что-то не так с Кевином». А так прям здорово. Я вспомнила, знаете, вот вы сказали, я вспомнила одну деталь, которую я забыла сказать, и все уже ушли. Я забыла сказать, что Джонни Грин, вот ты играл в «Гарри Поттере». Они в 4-й части же там, это вот как раз те ребята, которые играют на вечеринке, это он и есть. Вот. Я забыла сказать, что он настолько везде поспел, что еще и там поспел. Везде. Вот. И, так что Джонни Грин вот это такой диегетический саундтрек современной музыки. Классно, что вы это заметили, спасибо. На самом деле, видите, я тут не ради вопросов, а чтобы собирать ваши ценные мысли. Здрасте. Да, спасибо. Спасибо за лекцию. Вот, хотел задать вопрос.
который меня вот мучает какое-то время. Значит, все-таки вот зачем, в принципе, нужно разделение на академическую, а не академическую музыку? Хороший вопрос. То есть вот мы на Да. примере Гринвуда видим, как это все переплетено. Вот, и почему-то все жанры, ну, в классической музыке, ну, в академической куча разных жанров, да, но они почему-то все как бы как в один жанр тоже объединены и отделены тоже. Почему? Погодите, в классической музыке много жанров? А что вы имеете в виду под жанрами в классической музыке? Ну, вот направление, вот авангардизм. Вы имеете в виду все это, Да, конкретная да. музыка, сонорика, вот это? Да, тоже. И почему-то они все тоже отделены как бы от всего остального. Почему нельзя смотреть на это как вот на все вместе? Имеет ли это смысл? Да, хорошо. Это, во-первых, это суперсложный вопрос. Если я вдруг на него когда-то полноценно отвечу, это будет точно повод для какой-нибудь статейки по этому поводу. Вопрос прям фундаментальный. Я на него себе пока что на этом этапе жизни отвечаю так. Думаю, что все дело в эмоциях и обидах. В какой-то момент, как сказать, ну вот Лиггити, ему повезло, его Кубрик нашел. Да, и сделал его звездой, по сути, после «Космической Одиссеи». Кто-то еще, там, не знаю, из авангардных композиторов не так уж и многие стали прям известными, богатыми, а известными и богатыми стали ребята, которые пели про золотые цепи. А представьте, как это неприятно, когда ты занимаешься великим искусством и 7 пядей во лбу, а все слушают что-то другое. Тогда самая естественная реакция организма, я примерно видела, как это происходит на старых профессорах, сказать: ах так, вам не понять мое искусство, потому что это академическая музыка. Вот у меня есть такое предположение, что здесь могут быть замешаны такие эмоциональные процессы. Никто не машинка, то есть людям тяжело как-то самим позиционировать свою музыку. И то, что это разделение, оно как-то вот в 20 веке вышло не потому, что академисты сказали, мы теперь академисты, а потому что блюзмены сказали, мы теперь не академисты. Такое предположение тоже есть. Но чтобы мне ответить полноценно и с примером, а не просто воды полить и поразмышлять, мне нужно прям много времени изучения вопроса с историей. Я и сама не понимаю каких-то вещей, которые там происходили, какие-то взаимоотношения между людьми. Если бы там было дело в аккордах, тогда бы я сказала, вы знаете, там просто один человек написал аккорд из 7 звуков и решили, что он академическая музыка, а те, кто меньше звуков использует, не академическая. А там, история и человеческие взаимоотношения, и я их знаю меньше. Ну да, просто буквально вот каждый такой вот типа признак, там аккорды, ритмы, там формы, и мы говорим так, в академической музыке так бывает, а потом оказывается, что в каком-то авангардном роке тоже спокойно такая форма может быть, или то есть никакие формальные признаки вообще нельзя выделить даже, которые бы отделяли академическую музыку. Это вот как-то бесит. Не-не-не, можно отделить, только сказав, что это в большинстве случаев. Да? То есть, например, можно сказать, что в большинстве случаев поп-музыка — это все-таки куплетно-припевная форма, а в большинстве случаев академическая музыка — другая форма. Ну, то есть понятно, что это не будет абсолют, но нет, какие-то стилевые различия все-таки я вот могла бы составить табличку различий. Но вы правы, но есть только считанное количество человек, которые вот приходят в точки соединения. Вот Джонни Гринвуд, он где-то прям реально в эпицентре такого соединения всего. Ну и всякие там вот Стив Райх тоже рядышком. Не знаю, может быть, люди должны прийти к единению в этом вопросе, а они все еще того. Ну, как и во многих вопросах. Спасибо. Ну, вы философ. Здравствуйте. Здрасте. Впервые на вашей лекции, но смотрела вас на Ютубе. Большое вам спасибо. Очень было интересно, потрясающий Джонни Гринвуд, и вы очень интересно о нем рассказали. Вы упомянули в начале нескольких кинокомпозиторов, и потом уже привели нас к Гринвуду. И у меня такой вопрос. Например, Джонни Уильямс, он известен тем, что его саундтреки очень оперные и такие масштабные, да. Например, если мы говорим о музыке Циммера, например, в последнем его саундтреке к Дюне, он именно создал мир целый, то есть использовал разные инструменты, чтобы именно своей музыкой отобразить, ну, как мне кажется, то есть вот этот новый мир, который нам показали, мир. Мне интересно, как вы считаете, именно Гринвуд, когда он сочиняет музыку к фильмам, что именно он хочет отразить в своей музыке? То есть состояние героя или позицию режиссера, или рассказать свою историю? Hello.
А что, он сел, что ли, разрядился? Мой вопрос слишком... Нет, давайте, говорите. Hello. Мне просто показалось, вот в последнем отрывке, который вы показывали, «Призрачные нити», вся музыка — это было именно описание мира самого главного героя, то есть было это его отражение, то есть его представление о прекрасном. Просто я смотрела фильм, и я знаю, какой он, то есть он относится к своему, то, что он делает, как к искусству, то есть очень-очень требовательный, очень зациклен на этом, очень такой вдумчивый, очень... И это вот музыка — это именно отражение его внутреннего мира, как должно быть все идеально. Вот этот его перфекционизм, мне кажется, отчасти может в этой музыке как бы выражен. А в других каких-то саундтреках Гринвуда больше обращалось внимание на то, что происходит, например, нефти. Это именно описание происходящего или выражение точки. Не, я вас поняла. Вопрос хороший, причем он такой сложный, потому что тут нужно дать сверхобобщение, а у меня не всегда с этим хорошо. То есть нужно сразу дать работающую формулу, которая бы всему подошла. Но смотрите, ситуация следующая, если без спойлеров. В «Призрачной нити» музыка про жизнь героя, и весь фильм вертится вокруг жизни героя. Сама суть в том, чтобы мы поняли что-то про его жизнь. И отчасти про ее вот эту повторяемость, идеалистичность, какой-то перфекционизм. «Нефть». Вот трудно сказать, про что фильм «Нефть». Вот у меня так прямо и не сложится. Но явно про какой-то процесс, про, не знаю, процесс становления, выколупывания через какие-то жертвы, через что-то. Короче, когда что-то великое начинает появляться, как монумент откуда-то там выпиливается. И вот я так это вижу. И та музыка, которая вот там главная в «Нефти», она тоже для меня про это. Она не только про то, как по палкам стучат. Вот она куда-то туда. А в «Что-то не так с Кевином» тут все как бы понятно. Это история про то, что там к концу фильма и монтажом время сжимается, да, то есть мы идем к какому-то сильному центру, там типа все сильнее и сильнее магнит, и вот это вот все быстрее, 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 вот, и музыка это тоже отражает. Короче говоря, я бы сказала вот что. Я бы сказала, что Гринвуд смотрит на фильм так, что он находит там какую-то одну идею, которую он любуется. Именно идею, не связанную ни с персонажем, ни с событием, и такой вот это классно. И он делает музыку, основанную именно на этой идее. Очень метафорично. И все. То есть мне кажется, что это секрет того, что его музыка не кажется нам слишком эмоциональной. Он в этот момент не думает про слушателей особенно, не думает там, не про себя как про автора, как бы мне тут сделать необычно, чтобы все поняли, что я Джонни Гринвуд. Ни про кого не думает, даже про режиссера не думает. А вот он любуется какой-то идеей. Мне в целом кажется, что он композитор вот такой. Он в чем-то берет что-то одно, выкристаллизовывает, такой... и сидит, любуется вот так вот. Ого, ого, ох, класс, круто, вау. И вот мне кажется иногда, что Radiohead — это такая музыка. То есть это такая... немножко Аспергера в этом есть, да, знаете, такой вот... Вот, и сидишь, любуешься себе. И вот мне кажется, что это Джонни Грин, вот он такой вот. Я смотрю на его лицо и прям могу себе представить, как он любуется чем-то одним настолько интенсивно, что вся его жизнь в этот момент концентрируется вокруг этого явления. Пожалуй, только так могу вам ответить. Спасибо вам. Так, да, о. Вы это самое, не переживайте, если он выключается. Я понятия не имею, что с ним, но он потом обратно включается. Мне показалось, что шутка про Пендорецкого — это не шутка, потому что, несмотря на то, что эти люди заявляют, что мы исходим из каких-то идеальных принципов, как будто их музыка и вне программности не звучит. То есть... Вы имеете в виду, вы не знаете, правда ли то, что он с самого начала назвал «Плач по жертвам»? Нет, я имею в виду, что это не шутка, потому что эта музыка не работает без программности. Это музыка для фильмов, мы сейчас слышим. У Radiohead это песня. Она работает без программности у минималистов, потому что форма очень слишком дружелюбная. И даже у Вагнера, который изобретает атональщину, это же опера. То есть у него тоже есть большая программность. Все-таки это музыка без программности. Вы имеете в виду, работает ли музыка Пендорецкого без программы, или работает ли музыка Джонни Гринвуда без программы? Вот это вот та новая музыка, которую они якобы заявляют, что идеальная. А по факту... Какая? Я запуталась. В вот смысле, какая? От Вагнера до всех этих модернистов, авангардистов. Работает ли без программы музыка от Вагнера до авангардистов? Да, можно ли построить сложную форму какую-то, какая была в идеальной музыке до Вагнера,
не прибегая к программным средствам. Можно ли построить сложную музыкальную форму, не прибегая к программным средствам? Будет ли это работать? Именно в этом вопрос. С этой новой музыкой, тональной уже. Вот это атональная музыка. Со своей собственной логикой, которая не совсем тональна. Как интересно. Вы знаете, я бы сказала, что да, но на коротких участках. Например, мы сегодня с вами слушали вот этот вот с виолончелями, эта история, это «Квартет на конец времени». В этом есть тоже программа. Это же... Вот там тоже есть программа абсолютно, там есть даже заголовки, подзаголовков, каких-то фрагментов. Ой, я вообще не помню, что там сказано. Ну, то есть я помню, что там что-то про религию. Я так вам и сказала, ну, чтобы не было жестоко как-то там. Да, ребят, там литургия, потому что я помню, что первая называется «Литургия кристалла». Все, я больше не помню. Когда-то изучала. Мне абсолютно все равно, о чем эта музыка. То есть для меня эта музыка работает без программы, потому что она вот становится про меня. Но какая-то не работает, не знаю, какая-то из программы не работает. Сейчас я попытаюсь подумать, как бы вам так ответить, чтобы это не было общими словами. Сейчас, дайте мне подсобраться. Примеров бы каких-нибудь. Ну, давайте так. Если в музыке есть считываемый сюжет, даже глубоко закопанный и метафоричный, то она может работать без программности. Например, музыка Шонберга может работать без программности, потому что там вначале эта суператональная дикая тема рождается, потом мы слышим, что она трансформируется, и потом плавно умирает. Ну, там есть кульминационные всплески. Даже если мы не понимаем, что с ней происходит, мы, когда слушаем, нам может быть неприятно, непонятно, что-то такое, некрасиво. Но это работает. То есть мы можем понять, что произошло, и примерно словами описать. Так что я все-таки считаю, что да, работает. А название своей музыки давали композиторы, которые хотели продать ее подороже. Вот так я бы сказала. Для меня вот история про Пендерецкого, она вызывает у меня улыбку. Потому что мне кажется, что в принципе оно работает и так, на эффект. Я что-то как-то замудренно сказала. Ну, как-то вы замудренно спросили, я замудренно сказала. Извините, если получилось не слишком коротко и конкретно. Ну, тут у вас вопросы сегодня такие философские, на них, знаете, не ответишь. Да. Да, 4. Нет. Нет, сейчас... У вас... Нет, подождите, давайте, молодой человек, потом вы. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня будет вопрос попроще. В течение лекции несколько раз у музыки было описание как герметичное. До этого такого не было. Что значит герметичное? Под герметичным я имела в виду, знаете что? Вот для меня слово герметичное — это что-то про... вот это как закрытое, только еще и с вакуумом. То есть как-то очень плотно закрытое, саму себя закрывающее. Для меня это слово немножко про как-то и про космос, и про графику. Вот такое вот супер-супер-гипер закрытое. Не знаю, как сказать. То есть я имела в виду то, что, видите, здесь тема, она имеет, по сути, механические границы. То есть она существует внутри двух нот «до», и не просто между ними бьется, например, и пытается выйти, а нет, она как бы живет вот такой своей жизнью внутренней, но все время идет по кругу, по спирали. Вот я это имела в виду под герметичной, типа не пускающая в себя ничего извне, не идущая никаким другим путем, невозможно перевести ее по какой-то другой траектории. То есть это вот какая-то такая супер-пупер замкнутая структура, которую нельзя нарушить. Вот это я имела в виду. Подробно и понятно. Спасибо. Спасибо большое. О, а вам же... Нет, все? Передумали, понятно, спугнули вас мы. Ну, хорошо, извините. Давайте вы. Здрасте. Владимир, да? Здрасте, Владимир. Ну, я хотел сказать пару слов о том, что мне кажется, что эта лекция возвращает нас к вопросу, что в музыке важнее, алгебра или гармония. Потому что мы рассматривали мелодии, которые построены математически, да, вот как вы говорили, там полтона, тон, полтона, тон. И ну, это такое наблюдение, просто я хотел высказать. И я в этом услышал не математичность, а все-таки некую гармонию. Мне показалось, что это похоже на гибрид каких-нибудь ладов, там, например, лакрийского и там, лидийского, например.
Вроде бы он какой-то немножко тревожный и немножко какой-то загадочный. Давайте для всех, чтобы всем было понятно. Лакрийский. И какой вы сказали? Лидийский. Какой он там у нас? Он? Когда у нас была мелодия, которая была полтона, тон, и мы как будто приходили в ноты то одного лада, то другого. Классно. В общем, Владимир имел в виду, что это два таких греческих лада, что они немножко еще похожи на них, как странноватые. Просто когда композитор стремится сделать исключительно математическую структуру, она не всегда гармонично звучит для слушателей, которые не разбираются в музыке, например, как я. И это кажется как-то странно, это дискомфортно. И если бы у композиторов было только это стремление исключительно сделать вот ровную форму, то, возможно, не было бы такой магии, которую мы ощущаем при прослушивании. И мне кажется, что все-таки эта музыка гармоничная, она стилизована под математическую, но все-таки в ней первичнее эта гармония и эмоция какая-то. Потрясающая Она просто более сложная, эта эмоция. Хорошо. Как раз для этих фильмов, которые тоже нам должны показать какую-то сложную эмоцию. Я с вами полностью согласна. Просто хотела еще раз акцентировать на одной интересной детали. Но вот я не знаю, вот вам понравилась сегодняшняя всем музыка Мессиана, которую мы слушали? Или так? В принципе, так. В общем, она довольно консонирующая, но она точно явно не из этих, которая супер непонятная. То есть она, в принципе, она слушабельная. И там есть такие красивые структурки, и я прям так, как красиво, как хорошо, что здесь вот не математика. Потом такой смотришь в ноты, математика. Да. То есть здесь история как раз в том, что бывает очень красивая математика, просто Мессиан, он как раз, по-моему, искал стык и нашел. И, в общем, он сделал красиво и математично. То же самое, что потом Radiohead сделали. И мне кажется, что там кайф в том, что мы вот как раз в этом обмане. То есть мы не понимаем, это математика или это красота. А это вот и математика, и красота одновременно. И еще я хотела по поводу вашего замечания один комментарий оставить. Вот по поводу, что в музыке гармония, что математика. В музыке можно разложить так. Мы любим или не любим созвучие из-за физики. Мы любим или не любим ритмы из-за физиологии, потому что у нас есть равномерности. И, не знаю, что, все остальное математика немножко есть, да, то есть аккорды, процессы, форма, там вот есть математика. Но в целом это больше про физику и физиологию история. А математика, она только так, видите, в умозрительных ладах. Вот так хотела сказать. Спасибо. Глядя на эту картинку, я вспомнил музыку из программы «Поле чудес», когда супер игра. Помните? Сейчас. Одну секунду, это очень важно. Она тоже, мне кажется, цикличная и закрытая какая-то. Это абсолютно. Ну-ка. Это целотоновый лад. Как вы думаете, понимаете, что такое целотоновый, да? Там только тон. Тоже да? математическая Конечно, структура, да. И вот она тоже герметичная. Там еще есть история смешная, что если вы используете гаммы либо тон, либо полутон, то там через очень небольшое количество ходов, как конем по доске, вы придете обратно в первую точку. Поэтому то, что вы скажете, что это герметично, идеально подходит. Это именно герметичные лады и есть. Здорово. Спасибо, очень было интересно. Спасибо. Так, есть еще кто хотел поговорить? Нет, все устали и хотят смотреть кино. Какое кино посмотрите сегодня, расскажите. Если есть что-то из того, что вам понравилось. «Нефть»? Кто «Нефть» будет смотреть? Вы будете смотреть «Нефть». Классно. Кто будет смотреть «Что-то не так с Кевином»? Хорошо. Нет, не будете? У вас травма? Больше нет. Понятно. Я вот захотела пересмотреть еще. Мне очень нравится этот фильм. Но он, конечно... Да не все там, знаете ли. Так, хорошо. А кто-нибудь будет смотреть «Призрачную нить»? Класс, хорошо. А кто-нибудь будет смотреть... Что у нас сейчас сегодня? «Власть пса». «Власть пса», конечно, надо посмотреть. А вы еще не смотрели «Власть пса»? Нет? Я вам только одну штуку скажу. Это не спойлер ни в коем случае, это только касательно меня. Это, значит, первое кино в моей жизни, в которой в конце, перед тем, как становится понятна одна детективная деталь истории, я вот поняла, в чем дело. Короче, это первый раз, когда я до того, как случилась развязка, поняла, в чем дело. Это большой прорыв для меня. Поэтому за 5 минут до титров вспомните меня и подумайте, что я здесь догадалась. Надеюсь, вы тоже догадаетесь. Ладно, друзья, давайте пойдем с вами отдыхать. Еще раз спасибо вам огромное. До встречи в понедельник. Пока.